Геннадий Андреевич, основная тема конференции – это борьба с исламофобией. Ваши рецепты, методы борьбы с этим недугом, который поразило наше общество, ну и европейское тоже, можно сказать, в целом. Во-первых, я не согласен, что поразило общество. У моих коллег, у меня никогда не было этого, и мы прекрасно понимаем, что на просторах России существуют все мировые религии. Православные и мусульмане всегда жили рядом в мире и дружбе. Всегда боролись, создавая уникальные государства и отстаивая главные ценности. Если посмотреть, я изучал и Библию, и Коран, и должен сказать, что нравственно-этические основы этих двух религий абсолютно совпадают. Они ставят нравственно-культурные, духовные ценности выше меркантильно-потребительских. Поэтому основы для каких-то фобий в этом плане нет. Другое дело, есть недруги страны, которые рвали Советский Союз на части, раздувая русофобию. Есть те, кто захапал миллиарды и миллионы, выкачивает море ресурсов из нашей страны, живет за кордоном, там их детки, там их яхты, там их клубы, а здесь готов столкнуть лбами тех, кто всегда жил в мире и дружбе. Поэтому надо с этим бороться. С другой стороны, вот сейчас выступала Аслаханова, абсолютно прав. Молодежь бросили на произвол судьбы, одни не учатся, вторых не воспитывают, третьи стали без работы. Те ребята, которые, я вот весь Кавказ прошел, проехал, сидит все в родном ауле, он никуда не выезжал, он ничего не видел, он не знает реальной жизни. И плюс все виды деятельности, которые были свойственны Северному Кавказу, вдруг оказались нерентабельны и не нужны. В том же Дербенте была великолепная фабрика по производству ручных ковров, они пользовались в мире огромным спросом. Те же виноградники Дагестана, они были в ходу и великолепные вина делали. То же самое на Карачаево-Черкесии, их черная овца с чудным мясом пользуется спросом в любом самом шикарном ресторане. А Домбай принимал более 1000 студентов, раскрывая свои величественные просторы для всех отдыхающих, для тех, кто хотел бы на лыжах покататься. Я уж не говорю о Эльбрусе, такого чудного места на планете поискать. И вдруг все оказалось не нужно. Даже не казалось, не нужна по нормальной цене пшеница, которая растет в Ставрополе под Церику Маныча, лучшая пшеница в мире. И все виды деятельности оказались не нужны. Кабардино-Балкария – чудная республика, курортного типа, и вдруг все курорты закрыли, все маршруты не нужны, сельскохозяйственной продукции тоже, работы нет никакой, стала покрываться кровавыми пятнами терроризма. Еще Толстой в свое время сказал, неработающий человек не может не шалеть. Поэтому тогда давайте заниматься народными промыслами, национальными самообщинами, давайте поддерживать молодежь, давайте организовывать детские, спортивные, культурные, пионерские, творческие организации, чтобы люди были заняты. Человек формируется в труде и преодолениях, другого способа человечество не выработало. Они трощать друг друга и так далее. Я когда мерил в Чечне враждующие тейпы в свое время, мне старик, я был тогда еще совсем молодой, положил на стол Коран в переводе Крачковского, говорит: сынок, я вижу, ты нам хочешь большого добра и мира. Почитай эту священную книгу, я им благодарен. Я изучал суру за сурой и понял, что если ты не понимаешь традиции, обычаи, если ты не знаешь, что на Кавказе главная ценность – это надочажная цепь седины стариков, могилы предков, то тебе на Кавказе делать нечего. Ты обязан уметь и знать, уметь уважать все это и знать это. Но с другой стороны, и в России есть свои традиции, в центральной России. Их тоже человек сюда приезжающий должен осознавать, понимать. Но это дается хорошим обучением, воспитанием, совместной работой. Я служил в группе советского из Германии. У меня в разведке 30 человек было, по-моему, 12 национальностей. Я не помню, кто какой национальности был. Но у нас была блестящая команда. Мы великолепно служили своей державе. Мы жили в мире и дружбе. Мы с удовольствием слушали истории кавказские, казанские, башкирские. И никаких проблем не было. Но для этого надо постараться, и надо каждый день работать в этом направлении. Геннадий Андреевич, а как вы оцениваете политический потенциал ислама и исламского вопроса в предыдущих выборах?
Ну, во-первых, надо понимать, что такое ислам, раз. Во-вторых, в исламском мире от Гибралтара до Филиппин живет 1,3 миллиарда человек. Если взять арабский мир, там половину нефти и газа планеты. От этого зависит и Европа, и Америка, и Китай, и другие страны. Надо осознавать, что у людей есть своя культура, своя вера, свои великолепные храмы, мечети, что есть история. Вот. Исламу арабский мир подарил миру, Европе города красивые и многое другое. КПРФ будет использовать исламский фактор? Я бы не стал так ставить. У нас в партии обсуждал специальный вопрос. У нас сняты все атеистические формулировки и в программе, и в уставе. За нас голосует примерно треть верующих. Кстати, люди не бегают по партиям, они приверженцы справедливости, гуманизма и труда. За меня в Дагестане, в некоторых горных районах голосовало более 90% за руководителя коммунистической партии, потому что я там работал, был во всех районах, они меня видели, слышали, знают и относятся с большим уважением, потому что я с огромным почтением отношусь ко всем их вере, их традициям, их культуре. Вот у нас такой подход. Я считаю, он совершенно правильный. Геннадий Андреевич, вот в своем выступлении шейх Равиль Гайнудин осудил такую тенденцию, как политизация религии. Что вы думаете на этот счет и каких общественных деятелей вы можете причислить? Ну, тут надо понимать, что если ты уклоняешься от политики, то политика обязательно займется тобой. Что такое политика? Это правильные решения при очень серьезной политике, при правильном определении приоритетов. Вот политика дать классное образование новому поколению – это большая политика. Равиль Гайнудин за это всегда выступал. Человек формировать в труде и так далее. Аслаханов говорил о детских, юношеских, молодежных организациях, кому не помешали. Вот я, который год возрождаю, у нас в прошлом году на Красной площади пионеры было принято 4000 человек, автобусом не хватило привезти всех желающих. Мы возрождаем студенческие строительные отряды, там формировался молодой человек на великих стройках, он познавал страну, он жил, впитывал культуру, традиции соседа. Вот. Это тоже большая политика. Поэтому другое дело, когда религию пытаются использовать в политически неблаговидных целях, а таких у нас довольно много, и в том числе и деятелей. На мой взгляд, тут надо быть предельно осторожным и не допускать этого. Вы не единожды упоминали о вашем пребывании на Кавказе. Скажите, при каких обстоятельствах вы там были? Как? Вы не единожды упоминали, что были на Кавказе. Скажите, при каких обстоятельствах это было? Это работа, отдых, что-то? Я заработал завсектором России в Центральном комитете и курировал в одно время Москву и область, Белоруссию, Прибалтику. Но была очень приятная страница, когда я несколько лет был куратором Северо-Кавказского региона. И я, работая, объехал, обошел, встречался со всеми. Я Кавказ знаю очень хорошо. И должен сказать, что более уникального, интересного, разнообразного по культуре, по горно-альпийскому пейзажу, по самобытности. Ты въезжаешь с Кисловодска на перевал Гумбаши, когда приезжаешь в Карачаево-Черкесию, перед тобой открывается на 30-50 километров обзор всего Кавказского хребта, великие альпийские луга, там до сотни отар ходило. Это потрясающая картина по своей красоте, самобытности и уникальности. Если вы были на Кавказе и не видели Цейское ущелье, вы много не понимаете. Это единственное место на планете, где 15 гор выше 4 километров сходятся полуподковы в одном месте. Ничего похожего больше нигде. Домба – это самое красивое место на планете. Я видел многие места, но это потрясающие места во всей красоте. Поэтому самобытность, если видели, как кубачинские мастера работают, тоже уникальные изделия. Так что я объехал весь Кавказ и горжусь этим. У меня там очень много друзей. Меня примут в любом доме.
Поэтому я передаю поклоны, привет Кавказу. И между Черным и Каспийским морем у нас в Северо-Кавказском регионе живет 20 миллионов человек. Вот кто говорит, что отделять, от чего отделять, куда отделять и зачем отделять. Но это не просто средневековье. С другой стороны, надо понимать, что уход русских за Кавказье повел к столкновению во многих местах. Поэтому мы все проросли, объединились, и мы должны беречь и дорожить этим. Это наше общее тысячелетнее достояние. А в одиночку в этом мире выжить никому не удастся. Спасибо. Завершаем. У меня сейчас будет прямой эфир.